Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня хочу сделать для вас расклад на тему, осознает ли он, что был неправ? Осознает ли свою вину, если есть что осознавать, если действительно сделал что-то нехорошее в отношении вас? Осознает ли он, что вы ценны в его жизни? Хотел бы он что-то изменить в ваших отношениях, наладить? Если вы в расставании, хотел бы он с вами помириться и быть вместе? Готов ли он на эту серьезную работу над ошибками? Использовать буду колоду Таро Радиан Души. Задумайте, пожалуйста, вашего мужчину. Визуализируйте хорошенько. Благодарю вас, мои драгоценные, за донаты. Спонсорам низкий поклон. Благодарю всех, кто поддерживает мою работу. Дай Бог вам миллионы раз больше благословений от Вселенной. Благодарю вас за ваши комментарии, за лайки, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Всех очень люблю. Итак, осознает ли свою вину? Раскаивается ли? Понимает ли, что что-то делал не так? Ну, колода. Пятерка жезлов. Не зря смотрите этот расклад, значит, действительно есть для этого повод. Мог мужчина что-то такое сделать, да и вы тоже могли сделать в отношении мужчины какие-то необдуманные поступки совершить или сказать необдуманные слова, и он тоже. Вот однозначно. Здесь такой аркан вышел, пятерка жезлов. Борьба, война без правил и победителей. Очень противоречивый такой спорный аркан. И, конечно, он может быть о том, что спорный вопрос, мужчина осознает вину или нет, или же борьба некая душевная сейчас идет. Но то, что проблемы в отношениях есть, это точно. Хотя, с другой стороны, это очень страстный, яркий аркан. Ну, что за мужчина? Начинается. Начинается. Хитрец, лжец, манипулятор, девчонки. К сожалению, на сигнификация у нас выходит вот такая. Кроме всего прочего, здесь мужчина еще и очень такой, ведет себя как дитё малое, незрелые поступки совершает. Вы выходите королевой пентаклей, а он выходит пажом. Пажом, мальчишка при вас. Да, может быть моложе вас возрастом, но совершенно не обязательно. Мужчина может быть и старше вас, и с вами одного возраста, но ведет себя вот реально как мальчишка. Причем, дай бог, чтобы он и врал, как дети, да, бывает, лгут. Но здесь нет, лжет-то он по-взрослому, а ведет себя как мальчик. Вы повернуты друг к другу лицами, вы не отвернуты друг от друга, но вы королева, а он паж. Причем вы выходите одной стихии, одной масти, но все-таки посмотрите, насколько этот мужчина менее зрелый, чем вы. Много, к сожалению, врет, много манипулирует. Человеку доверия полного здесь, к сожалению, к большому моему, нет. Давайте так спрошу. Вот то, что он лжет, он это делает, может, не со зла. Знаете, бывают такие лжецы, которые от природы, вот он родился таким. Так и есть. Это его сущность. Он, конечно, мог приобрести еще более глубокую способность лгать в течение жизни. Но вот он, знаете ли, таким уродился. А еще в детстве мог научиться. То есть полностью эта способность его лгать, изворачиваться, это все сформировалось в детстве. Уж не знаю, под влиянием воспитания, окружения, всего вместе, скорее всего. Так, ну ладно. Давайте теперь смотреть... Осознает ли, что совершал ошибки и был неправ? Есть ли осознание этого? Нет, девочки. Этот мужчина всегда и во всем прав. Он считает так. Он считает, что даже если когда-то что-то сделал неправильно, или опять-таки солгал вам, или поступил как-то не совсем благопристойно, ничего страшного в этом нет. И вины за собой этот мужчина не чувствует. Ну хорошо,
Он слишком, знаете ли, уверен в своих поступках, даже если врет. И даже если, не дай бог, но все же бывает в жизни, предают, даже если совершает какие-то, ну, что-то такое абсолютно нелицеприятное, он все равно считает, что ничего страшного в этом нет. Тут могут быть, действительно, у мужчины может быть полная уверенность в том, что он ничего плохого не делает, потому что у него, возможно, моральные принципы такие. Ну вот у вас разные моральные принципы. Я понимаю, что есть, конечно же, и вы понимаете все, что есть определенные общепринятые принципы морали. Но у этого человека свои моральные принципы. И он считает, что то, что он делает, не является грехом и не является чем-то, что вас действительно ранит. Но хотя бы понимает, что причиняет вам боль. Понимает, что причиняет боль вам. Да как-то не особо и это понимает, девочки. Он считает, что вы себя накручиваете. Он считает, что вы слишком много себе там что-то придумываете. Да. Считает, что у вас есть проблемы психологического характера. То есть он на себя вину полностью снимает. Надо же, сегодня у нас какой пришел кадр на расклад. Вчера говорила, что как с гуся вода все, да, с этого мужчины. А тут, ну, совсем уж прям абсолютно мужчина ни в чем себя не винит. Он считает, что все проблемы, которые возникают между вами в отношениях, это больше идет с вашей подачи. И в том плане, что вы себя накручиваете. Вы делаете из мухи слона. Вы драматизируете. Вы преувеличиваете то, что на самом деле происходит. Но давайте с точки зрения Таро посмотрим. Это действительно так? Вы действительно преувеличиваете? Действительно у вас есть проблемы, как он считает? С головой, грубо сказала, девчонки. Ну, что есть, то есть. Считают ли Таро, что это так и есть? Нет, конечно. Нет. Нет. Знаете, в чем здесь и проблема, и вообще смысл, так сказать, того, что так происходит? Вы люди аун каких энергий? Давайте-ка я посмотрю. Вы-то таких аун. Вы абсолютно разных энергий люди. Вы чистый, добрый, открытый, очень искренний человек, эмпатичный. То есть вы способны на сострадание, сопереживание, глубокие чувства. Для вас слово семья и вообще серьезные отношения, верность — это не пустой звук. Это для вас основное, так сказать, краеугольные камни в вашей жизни. Мужчина совершенно другой. Он легко рвет отношения, он легко сжигает позади себя мосты, он отсекает все, в принципе, ненужное в своей жизни. То, что его не делает счастливым, то, что ему причиняет приносит отрицательные эмоции, причиняет душевную боль, он это как-то вот отсекает и даже не хочет об этом думать. И даже если он был неправ, и даже если он совершил нехорошие поступки и прекрасно осознает, что совершил нехорошие поступки, он париться этим не будет. Он лучше себе это простит, отпустит и забудет. А вы другая. Вы как раз можете не накручивать себя. Хотя мы все люди можем и накручивать в определенных моментах. Но здесь речь о том, что вы человек очень ответственный. И если вы совершили нехороший поступок, то вас совесть будет мучить. И вы можете даже и прощения попросить у человека. И ну как-то вот поработать над тем, чтобы и самой себе это простить. То есть наладить действительно ситуацию. У вас будет желание что-то исправить. У этого мужчины желания исправить не будет. Потому что он, во-первых, не считает, что в чем-то виноват, а во-вторых, здесь мужчина легко отсекает негатив от себя. Негативные эмоции ему не нужны. Вот здесь человек хочет испытывать исключительно позитивные эмоции и, ну вот просто я же не зря сказала, не париться чем-то сложным. Ну, так, наверное, проще жить, действительно. А совесть-то вообще у него есть, у этого человека? Давайте-ка посмотрим. Совесть у него вообще, в принципе, есть. Тяжелый вопрос, тяжелый вопрос. Девчонки, к сожалению, но для очень многих из вас здесь человек вот реально бессовестный. Но бессовестный не в том плане, что у него от рождения совести нет, а опять по той же причине, что он научился
Научился, он родился, конечно, таким, но еще и плюс в течение жизни научился себя ни в чем не винить. Это хорошее на самом деле качество. Самоедством заниматься вовсе незачем. Но совесть никто не отменял. Если человек поступил неверно, неправильно, нехорошо в отношении другого, то совесть нам нужна как индикатор вообще духовности нашей. То есть, чтобы человек осознал и исправил свою ошибку. Ну и потом уже отпускал, конечно, себе свои грехи. А здесь мужчина даже не способен осознать, что он причинил боль и что он сделал человеку нехорошо, вам в частности. То есть он полностью от этого отгораживается, он не хочет даже об этом думать и вообще, в принципе, допускать в свою жизнь угрызения совести. Он как-то умеет их нивелировать, убирать из своей жизни. Вот такой у нас мужчина. Ну хорошо, а сам обидчивый? Сам давайте посмотрим, он обидчивый. Ну, в общем, да. И считает, что во многом и жизнь к нему несправедлива, и люди бывают несправедливы. И он прям может даже хотеть, если кто-то с ним поступил нехорошо, несправедливо, он хочет, чтобы было заслуженное наказание, чтобы этот человек, который его обидел или поступил с ним нехорошо, чтобы он был наказан за это. Ну, так, то есть, в общем, да, конечно. Но что касается его самого, то ни в чем себя человек не винит. Совесть есть у всех у нас. Мы все люди, и, конечно, совесть у нас есть. Но здесь человек умеет умело манипулировать, в том числе и со своей совестью. С одной стороны, конечно, это прекрасно для него. Это замечательная психологическая защита. Но для людей, которые его окружают, это, конечно, далеко не вау. А как он считает, вы ему боль причиняете? Вы с ним поступаете честно или, может быть... Да, он считает вас искренним, открытым, хорошим человеком. И вы, даже если что-то где-то как-то с ним тоже поступали жестко, он вам это даже не просто прощает, а он не принимает это близко к сердцу. Кстати, слушайте, такой человек выходит, прям можно ему где-то в чем-то позавидовать, потому что настолько не принимает негатив, а настолько он старается это все отшибать от себя. Такая защита у него прям конкретная, бронезащита прям стоит на этом человеке, собственная. Он такую броню себе выработал сам. Так что, конечно, позитивные черты для него в этом во всем есть. Он понимает, что вы хотели бы, чтобы он раскаялся, чтобы он признал свою вину, чтобы как-то, ну, чтобы какие-то слова сказал, возможно, вас утешающие, и в результате этих слов, возможно, чтобы вы его простили, отпустили обиды. Он понимает это или нет? Ну, как говорится, не дурак, все понимает. Но то же самое выходит, что, во-первых, близко к сердцу не хочет это принимать, а во-вторых, считает, что это все больше с вашей подачи. То же самое вышло, все то же самое. Понимать-то он, конечно, не дурак, понимает. Он же человек и не совсем, извините, дебил, правильно же. Понимать-то он это понимает. Но все равно у него абсолютно такое четкое ощущение, что это все идет с вашей подачи. Что как бы вы больше зачинщик здесь проблем, которые потом могут перерастать вот в такие вещи, что вы обижаетесь, что вам что-то не нравится, что его поступки вас не удовлетворяют. Ого, у нас сегодня мужчина. Вы как-то можете повлиять на этого человека, чтобы он изменился, что ли? Все-таки задумался о том, что совесть – это очень важная вещь в жизни, и что она не позволяет человеку духовно падать, а наоборот. Совесть, если она не превращается в самоедство, она помогает человеку, наоборот, переосмысливать многие вещи в правильном ключе. В том числе и прощать себя потом. Правильно прощать, полностью отпускать себе же собственные грехи.
Ой, как бы я здесь ни старалась что-то такое выцепить, что-то где-то такое найти, ну ничего, мужчина здесь толком у нас не осознает. В общем, знаете, какой-то товарищ непробиваемый. Это не значит, что у него совершенно нет эмоций, или он без души человек. С душой, эмоции есть. Но человек этот смог, сумел, во-первых, от природы ему такие качества даны, и с течением времени, жизни, опыта он сумел выработать такую тактику в своей жизни, защитную, да, я не знаю, сказала вам, бронезащита у него прям стоит, что от него любые вообще негатив, во-первых, отлетает в сторону сразу же, как камушки попадают в стену и отлетают. Также и угрызение совести тоже ему по этой же причине мало очень свойственны, да вообще не свойственны, по той причине, что он сразу же их отсекает. Ну, в общем, все то же самое. У нас в течение расклада одна и та же информация выходит. Какой бы я вопрос ни задавала, мне одно и то же здесь говорят об этом человеке. Поэтому я думаю, даже смысл дальше продолжать расклад его особо и нет, потому что все то же самое. Мужчина, это не значит, что он прям уж так уверен в себе. Он, может быть, и глубоко не уверен в себе, но выработал определенную тактику поведения и само, так сказать, ощущения. И он ей следует. Можете, так все-таки, можете ли все-таки, спрошу сейчас, можете ли вы как-то повлиять на него? Да нет, девочки, не сможете. Каким он был, таким он и останется. Да, так и есть. Дьявол ваш воплоти. Нет, вы никак на этого мужчину повлиять не можете. Нет. Это сформировавшийся человек полностью, личностно, и уже давным-давно, еще в детстве. Так что повлиять вы на этого человека никак не сможете. Уже который расклад выходит у нас каждый день. Я вам произношу, принимать его таким, какой он есть. Или принимать, или не принимать. Он другим не будет. Не ждите здесь, что его будет мучить совесть, не ждите, что он будет что-то там глубоко осознавать, приползать на коленях, просить прощения. Не тот вариант. Не тот. А какой, я вам подробно рассказала в течение расклада. Такой вот у нас сегодня вышел расклад. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь на мои каналы. На YouTube нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всех целую, люблю, обнимаю. Счастья вам, мои драгоценные. Любви, добра, гармонии, вдохновения. И, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока. До следующего расклада.